Всем шалом, ребята! Я знаю, что многие содержат рыбок, естественно, если вы зашли посмотреть этот ролик, и многие сталкивались с болячкой манка. Но что же делать, когда манка у вас в общем аквариуме, где содержатся растения, еще у вас растут такие пышные, а рыбка приболела? Вот Виталик сегодня поделится своим секретом, расскажет, как же произвести лечение. Ну, пускай будет секретный секрет. И расскажет, что надо сделать, чтобы не сыпать соль, чтобы не вредить растениям, и чтобы сомики не перевернулись. Сразу скажу, или спрошу даже, лечение подходит всем рыбкам? Ну, я пробовал на многих, будем так говорить. Я не могу сказать про всех, но на американских цихлидах я пробовал, на всяких таких типа неонов, золотух и тому подобное я тоже пробовал, тоже работает. На маловицах тоже работает. Ну, В принципе, работает. в принципе, работает на всех. Но это как у меня. Вот все рыбы, которые у меня, плюс к этому ко всему золотухи, потом, ну, то есть со всеми харацинками оно работает, со всеми цихлидами американскими, у меня много видов американских было, работает, с золотыми карповыми работает, ну, с золотыми и карповыми работает. Ну, Танганьика, Малави тоже работает. Самы тоже переносят нормально. Ну, я думаю, что нормально. А креветки? Креветки, макробурахумы я не пробовал, но это большая креветка, вот Да, которая у меня здесь. А всякие рилики, всякие там Неокоридины, да. неокордины, все нормально. Так что, ребят, Ну, тогда у меня не издыхали. берем на Может, там вооружение. какая-то одна из две сдохла с 50 штук, но я же их тоже не увижу. Ну да. Но основная часть оставалась невредимой. И этого ничего не было. Я сейчас еще... Да-да-да. По крайней мере, ну, я пробовал, у меня во многих аквариумах, даже на данный момент у меня в 3 аквариумах маленькие креветки, и как бы я не переживаю за это. Я искал этот способ долго. Почему искал? Объясню почему. Потому что в основном все способы, которые описаны людьми в интернете, да, они рабочие, да, они хорошо работают, да, они хорошо помогают, они, ну, как бы убираются и манка, и все, там, с солью, с температурным режимом и тому подобное. Но, есть одно но. Насколько я понимаю, когда заболела примерно в подобном аквариуме у меня какая-то из рыбок, то здесь лечение должно быть очень долго и очень плохо. Будет происходить. Почему? Солью здесь я лечить не могу, потому что у меня растения. Значит, мне надо или рыбку спасать, или растения. Если же я отсажу рыбку в другой аквариум, буду лечить, а потом брошу сюда, то манка может все равно здесь оставаться. Ну, так называемая болезнь, не помню, как она называется по-научному, но она тоже может присутствовать. Знаешь, мне надо тогда их долгое время держать. И для того, чтобы не заморачивался, я нашел для себя этот способ, и этот способ работает, проверенный на мне неоднократно, и на всех моих друзьях тоже неоднократно. Последнее время я подписанный, ну не последнее время, я подписанный давно в группе в Фейсбуке на всякие сайты, которые связаны с аквариумистикой, барахолки и тому подобное. И вот там довольно недавно была ситуация, я подписанный на барахолку Эстонии. И вот довольно недавно была там публикация, как лечить рыбку в общем аквариуме, и было фото аквариума. Я девушке подсказал, как это сделать в описании, описал все полностью дозировки и тому подобное. Да, у них там чуть-чуть по-другому, не так, как у нас в Украине. У нас пошло лекарства, практически все можно купить. У них некоторые лекарства, даже для людей, идут по рецептам. У них даже в некоторых аптеках анальгин без рецептов не продают. Поэтому как бы в этом была единственная трудность. Но так как она потом мне отписалась в мессенджере, и если Вася захочет, я могу поискать и показать, что этот способ работает, и свою рыбу спасла. У нее рыба были харацинки вместе с самами, вместе с золотухами, несколько золотух и телескопов, в общем аквариуме с травой. И вся проблема у нее стояла в том, что они были все в общем аквариуме с травой и совсем устоявшимся грунтом. Я посоветовал ей этот способ, хотя советовали очень много разных способов.
Не знаю, она воспользовалась моим способом, так как она мне отписалась буквально где-то недели через 2 или через 3. И поблагодарила, сказала, что это способ рабочий, и она избавилась без потери от рыбы. Рыба может умереть. Никто не застрахован от того, что даже при этом способе может умереть рыба. У меня была потеря, но это была рыба очень старая, окара бирюзовая, которую мне отдавали у человека, она прожила около 6 лет. И у меня она прожила год до того, как заболела. Она у меня потом умерла при этом способе. Но я подозреваю, что умерла она не от этого, а от того, что она была уже старая, слабенькая, и она просто не выкарабкалась с этой болезни. Все остальные рыбки живут, бодрые, нормальные, расправляют плавники. Все в порядке, все хорошо. Скажи, как выглядит рыбка при этой болезни? А то мы рассказываем про болезнь. При этой болезни рыбка выглядит таким образом. Она складывает в основном всегда складывает плавники. Она встает менее активной. В основном всегда куда-то где-то ныкается. Спокойно лежит, никуда не спешит. Нигде не бегает по аквариуму. Ведет себя вот таким каким-то непонятным спокойным образом. Плюс к этому ко всему у нее на теле в первую очередь всегда на плавниках такое появляются беленькие точечки. В простонародье эту болезнь назвали манка. Потому что она похожа на крупинки манки, которые налепились на все плавники. Когда эта болезнь начинает процветать, эти все точечки, они переходят с плавников и на тело. На жабры, жабные раковины, возле глаз, на пузико, везде, по всему телу. Если это запустить и вовремя не лечить. От этого рыба погибает, потому что это, своего рода такая болячка. Не могу вам описать по поводу этой болезни. Я знаю, что она есть, я знаю, как она выглядит. Описать это по-научному не могу. Первые симптомы, рыбка встает слабая, и у нее в основном всегда задние плавники. У любой рыбки он расправленный, а эта рыбка их просто вот таким образом складывает всегда в трубочку. Склеенные такие. Да. И вот на ней появляются белые, четко выраженные точки. На плавниках на задних, на верхних, на боковых плавничках, на животу на плавниках. Вот везде, где появляются беленькие такие точечки. Беленькие точки. Вот это вот манка, так называемая болезнь в аквариумистике. И что нам для этого требуется? Способ я применяю простой, недолго, ним надо лечить. И применяются вот такие вот лекарства. Фурацилин. Это фурацилин в таблетках. И фуразолидон. Тоже в таблетках. Как это все делается? Первое то, что я поднимаю температуру в аквариуме до 29-30 градусов. Потом беру, допустим, фуразолидон. Не важно какого производителя, сразу говорю. Какой есть, такой и берем. Не принципиально. Пользовался разным. Разных производителей, разных фирм. Результат один и тот же. Берем одну таблетку. Я не буду выдавать, потому что... конечно, да. Одну таблетку. И одна таблетка фурацилина. Одна таблетка фурацилина и одна таблетка фуразолидона. Это пропорция на 10 литров воды вашего аквариума. То есть, если у вас аквариум 100 литров, умножаете эту пропорцию на 100 литров. То есть, грубо говоря, на 10 литров это 2 таблетки, на 100 литров это 20 таблеток. 10 тех, 10 тех. Расталкиваете их ложками. Ложкой до порошка. До порошка. Я растворяю в литровой чашке, так как у меня аквариум большой, значит беру много таблеток, растворяю в литровой чашке в обычной простой воде, которую подогреваю, потому что в холодной воде растворяется плохо. Растворяю полностью, чтобы было без осадка. Таблетки, они желтого цвета, что те. Они будут, у вас вода будет ярко-желтая, как обычный кулек салофановый. Ярко насыщенного желтого цвета, как флаг Украины, нижняя часть. Потом эту пропорцию всю я беру и заливаю в аквариум, заранее приготовленное. При этом во время лечения я рыбу не кормлю. Температура воды у меня
29-30. Кислород подается, фильтрация работает. Предупреждаю сразу всех. Вода будет у вас ярко-желтая в аквариуме. Это первая пропорция, которую вы заливаете. Проходит у вас Утром, вечером, без разницы. свет включенный, При выключен. включенном свете я заливал всегда утром. В первой половине дня я заливал. При включенном свете, при водичке, все. Вот засыпал я первую часть, вижу я на рыбках четко, на какой-то там рыбке, на одной там или на нескольких. Никого никуда не отсаживаю, никого не ловлю, ничего не добавляю, но рыбу при этом я не кормлю. Засыпал. Проходит 2-3 дня, я смотрю на рыбу. После 2-3 дней, если рыбы не стало хуже, я делаю подмену воды 25%, как мы делаем всегда, 25-30% при подменах. Температура остается та же. Если же на рыбе нету ничего, я делаю еще раз такую же процедуру. Для того, чтобы закрепить, потому что оно может исчезнуть, а через некоторое время появиться. Через обратно 3 дня я смотрю на рыбу, если нету ничего, я делаю подмены воды и начинаю потихоньку на 1-2 градуса каждый день убавлять температуру воды. И после того, когда рыба дойдет у меня, вода дойдет вот через 2 дня после подмены, через 2 дня уже можно по чуть-чуть кормить. Если же вы заметили, что у вас нигде не пропадает ничего, можно еще сделать дозировку 1 к 20 или стало больше. То есть одна таблетка на 40 литров воды. Не на 10, на 20 литров воды, я чуть попутал. То есть меньшую дозировку еще пролечить 3-й раз. И вот так можно пролечить. Вся эта желтая гадость, вся эта цветность, она будет уходить у вас с подменой воды. Не вредит, еще раз повторяю, растениям, общим растениям. Может быть, каким-то дорогим и вредит. Но, по крайней мере, все те растения, которые были у меня, им ничего это не навредило. Точный список описания. Здесь ударная доза. 1 таблетка на 20 литров воды того, 1 таблетка того. Это профилактическая доза уже, если у вас есть какие-то подозрения. Идет 1 таблетка на 40 литров воды. И этого 1 таблетка на 40 литров воды. Вот рецепт. Специально написал для того, чтобы вы могли прочитать. Извините, что коряво. И, возможно, с ошибками. Ну а вы, если знаете еще какой-то способ, Не который не вредит растениям и можно в общем аквариуме производить, то не стесняйтесь, напишите о нем, будем делиться секретами, совместно найдем самый лучший рецепт. Но пока вот этот Рецепт нормально. мне подсоветовал один дедушка, которому, наверное, уже лет 70, и он уже занимается аквариумистиком и занимался разводом. И он говорит, что этот рецепт самый лучший, потому как он работает на большом количестве рыбы, независимо сколько у вас рыбы и независимо что находится в этом аквариуме. То есть, если вы, допустим, пользоваться будете солью, как это все всегда делают, да, можно солью лечить, поднимать температуру, но это надо каждую рыбку откладывать в отдельный аквариум, отдельно засыпать солью, потом ее переводить аккуратно на обычную воду, чтобы она от шока не умерла. Да, выдерживает соль, но нужны дополнительные емкости, дополнительные аквариумы, дополнительное все надо для того, чтобы это сделать. Есть еще некоторые другие способы, другими лекарствами, какие там пользуются. Но обратно же, как я читал, что некоторые способы не работают на аквариумы, в которых есть растения. Единственное, кто плохо вел себя при этом способе, это валиснерия простая и роголистник. В основном роголистник. Валиснерия несколько листочков пропало, роголистник начал пропадать, рассыпаться весь от этого способа.